Доброе утро, мама приехала! Такие вкусные какашки я еще не пробовал. Я приключения. Дела идут отлично. Я никогда в жизни такого не видела. Понимаю. Че, бля, нахуй? Че задыхаешься? Только начало. Всем привет, друзья! Буквально позавчера мы вернулись с Сентай, из Шанхая. У нас были сутки на то, чтобы пересобрать чемодан. И вот мы, наконец-то, на пути к отпуску, в котором не были 2 года. И, несмотря на то, что мы идем отдыхать, мы заряжены привезти оттуда много классного контента. Впереди 17 часов перелета на лучший остров на Земле. Это Бали. На острове нас уже ждет вторая половина нашей кибертуристической группы. Надеемся, что вам понравится это видео. А пока погнали! Чуи, мы дома. Вот что хотелось сказать больше всего. Женя на Бали в 5-й раз, я в 3-й. Мы немного помятые, потому что слишком долго летели. Вот. Но сегодня нужно раздупляться, потому что нас ждут уже ребятки на вилле. Мы загрузились в трансфер, и с нами уже вот дополнительный боец Карина. Она летела с нами из Москвы, собственно, это 6-й участник нашей туристической группы. На вилле нас ждет Юра, Вован и Алоха. Нам до них ехать 50 минут. 50 прекрасных минут в такси с кондиционером. Это замечательно. Ой-ой-ой, мы снимаем друг друга. Привет. Ребята, Добро пожаловать. Да, место человечек. Я уже немножко потемнел, да. Рассказывай, да, экскурсия быстро. По вилле. Ну, вот по Это тренировочная площадка. Здесь тренируется легендарный мотоциклист Валентино Росси. Он же Владимир. Он же Владимир Миненко, да. Он прекрасно справляется, готовится к мотокроссу. Итак, мы заходим на виллу. Ой, кто это? А вот и наш друг. Давай просыпайся, блин. Доброе утро, мама приехала. Да я сплю. Контент-мейкеры приехали. Просыпайся давай. Ты уже на ютубе будешь. Через 5 минут на ютубе будешь. Все, спи, зайчик, спи. I love Bali! Ребята, прямо сейчас я зайду в Манки Форест. Мы приехали смотреть обезьянок, здесь их очень много, даже вот уже. Вот она. Вот она. Они же здесь все пронумерованы, они здесь все их... Да, привиты. Да, они пересчитаны все. Да, все, у каждого есть имя, по всей видимости. Они здесь в картотеке, в базе данных. Ну, в общем, типа здесь безопасно в случае, если она кусанет, потому что никаких болезней ты не подцепишь. Вот они. Хороший. Клыки до 3 сантиметров в длину, так что в случае чего будет больно. Лучше не смотреть им в глаза. Серьезно? Да. Как Алоха? Как алохи. Как алохи. Как алохи, как алохи. Больно? Ай, ухо! Он мне в ухо залез. Тихо. По-моему, был не очень рад. Не трогай. Есть. Тебе же одного раза мало было? Илюха! Давайте. Добавайте. Ебать, ты на меня смотришь. Все. Опа. Да, ты прав, брат, у нее хороший. Мои волосы, братик! Отстой!
нас войско потеряло бойца сегодня, вчера потеряла бойца. Илюха подвернул ногу на ровном месте, вот на серфе катался, все было хорошо, но вот ногу подвернул на ровном месте. Поэтому мальчику положен постельный режим, перевязки, которые я ему делаю вот эластичным бинтом, мажем мазью и держим ногу на уровне выше сердца. Человек чилит просто. Понимаю. Проснулись, улыбнулись, выезжаем. А это, кстати, наш байк. Врум-врум. Друзья, помните о технике безопасности. Никогда не ездите на байке без шлема. Только в шлеме. Только в шлеме. Это человек просто сегодня забомбил, да? Да. Красота, Прям это вообще. Вот это каталочка была. Вон 8-9, ну Да, очень да. много прям. И все. Бэксайд, фронтсайд. Зю! Зю! Вот Что это вот. угодно делал, прям бум. И следующее. С Артемом кататься это одно удовольствие, просто нереально. Перемещаемся к московскому варианту Маши, к причесанному и простывшему. Еще один совет по Бали хочу вам дать. Не пользуйтесь услугами обменников, потому что очень высокий риск наткнуться на мошенников или невыгодный курс. Лучше снимайте деньги в банкоматах без лишних запар. Лично у меня с моим Тинькофф Black есть привилегия снимать наличные без комиссии вообще в любом банкомате мира. Это не кредитка, это карта дебетовая, и я пользуюсь ей каждый день. С ней действительно выгодно тратить деньги, хоть на Бали, хоть в Байкальской деревне. Сейчас объясню почему. 6% годовых на остаток по счету приходят мне каждый месяц. 1% кэшбэка я получаю со всех покупок, 5% на выбранные мной категории и до 30% кэшбэка я получаю от партнеров банка, среди которых магазины техники, сервисы всяческие, в общем, куча всего другого. И кэшбэк я получаю не баллами, не какими-то фантиками, а реальными рублями, которые я могу потом пойти и потратить с карты или прям снять в банкомате и тоже тратить наличными. Кроме того, все мы так или иначе ходим на концерты, в кинотеатры. Так вот, если покупать билеты в приложении Тинькофф, то опять же можно получать 15% кэшбэка. Можно даже заделаться дилером, покупать билеты всем своим друзьям и возвращать себе 15%. Деньги можно переводить бесплатно с карты на карту абсолютно в любой банк. Больше не надо спрашивать у друга номер карты Россельхоз, Транснационал, связь банка. Просто выбираешь его в списке контактов, переводишь деньги и изи. И пункт для таких ленивых людей, как я. Карту абсолютно бесплатно оформляют и привозят тебе в любое время и место. Не надо никуда ходить, париться, записываться там на эту встречу со специалистом банка. Короче, супер удобно. И сама карта. Черная, стильная. Вот здесь вот на лицевой стороне нет никаких цифр, никаких номеров, никакой информации. Короче, это даже с одной стороны сейвово, ну и с другой стороны просто красиво. Это могла бы быть просто реклама, если бы я сама не пользовалась картой Тинькофф Black. Но вообще, действительно, очень функциональный, классный банк с кучей новых фишек. Они постоянно развиваются. И если того, что я вам перечислила, вам недостаточно, то вот еще один ништячок. Оформите карту Тинькофф Black по ссылке в описании, получите ее, совершите первую покупку от 1000 рублей и 500 рублей вернутся к вам обратно. Ну, то есть 50% обратно. На этом наш маленький урок финансовой грамотности подошел к концу. Я отправляюсь лечить свое больное горло, а вам приятного просмотра дальше. Мы приехали в храм Таналот. Это храм, который находится на скале в океане. Мы его сейчас увидим. Здесь огромный парк. И, в принципе, он уже вон там виднеется. Здесь очень красиво и такое место силы. Все супер френдли, все знают английский или хотя бы знают на базовом уровне, а если не знают, все понимают. Жестами можно объяснить все, что угодно. А вот и вот. А вы как появились вообще? Откуда вы взялись? Таксипортация. Здесь вот вода, по утрам вода. А сейчас воды нет.
Вот, и постоянно меняется, то она есть, то нет, соответственно, можно войти или нет. Собственно, вон тропинка. С утра здесь будет, вот это все будет в воде, то есть вот видны скалы, вот все, видишь водоросли и так далее. Ну, в общем, интересная построечка. Прям пахнет, как на дне морском, на самом Так деле. везде водоросли, под ногами водоросли, вон они, пожалуйста. Пирог, что чувствуешь, ты находясь здесь? Чувствую силу океана. Серьезно. Абсолютно серьезно. А вот и прикольчик, о котором мы говорили. Вода появляется, и сейчас чуть было не пришлось кому-то садиться на шею, чтобы меня перенесли просто. Но нет. Оно сейчас уже потихоньку с вечера начнет подниматься, и здесь не будет вот этого места. Вот, видите, здесь не было воды, сейчас она здесь есть. Супер нежданчик. Мы приехали на ферму, где живут животные люваки. That's the animals we use to make the coffee. So they very like to eat the coffee beans because the coffee it's like has a jellies around the skin and the taste is very sweet. So that animals they only take the jellies and they just swallow the beans. Yeah, and the animals also they have like special enzyme in their stomach, so that enzyme will remove the caffeine, also the bitterness of the coffee bean. So when the coffee beans come out, the taste is very mild. Also it has less caffeine. В общем, люваки, на самом деле, это название, местное название этих животных. Вообще их называют мусанги энциклопедически, и они относятся к семейству кошачьих. Вот, а местные зовут их люваки. Люваки спят, короче. Чуваки, просыпайтесь. Котики. Да, вон они сидят, тусуются. Вот она, моя фазенда, мои плантации. Нам предложили посидеть на дереве и попробовать сет кофе. Сидеть мы будем на полу. Ать? Ать. Класс. Вот это, я понимаю, мы утро встречаем. Хорошо, хорошо. Особенно после кофейка прям хорошо стало. Такое ощущение, что мы даже не на острове, а где-то уже в горах совсем. Вообще не понимаю, где мы. Классно. Такие вкусные какашки я еще не пробовал, честно. Вкусное дерьмецо. Тейсти, как говорится. Тейсти щит. Но у него нет привкуса. Какашек? Да нет, там никакого привкуса, просто Не, я имею в виду очень стронг. Ну да, он стронг такой. И у него нет привкуса обычного этого кофе такого сделанного. Попробуй. Карина, ты когда в следующий раз попробуешь говна, Кофе из говна ты когда попробуешь? наверни. Эти кошки съедают зерна, переваривают и затем их экстраируют, блядь. Жители деревни собирают их и обрабатывают. Именно комбинация зерен и желудочного сока пальмовой кошки придает кофе лювак его уникальный вкус. Найс! Летучая собака!
здравствуйте. В общем, этот чувак спасает животных и пытается показать людям, что животных нельзя убивать, ранить и вредить. Wake up. Open your wing, boy. Open. Yeah, good boy. I want people see animal and I want people don't killing animal. They have injury. People try to kill. Might take it my sheep. Ребята, вы посмотрите на эту зайку. People try to. Ты мой хороший. Do you see? Do you see? They like the hand like this because this problem in the neck. They hit the car. Шею повредила сова. This very friendly too. Maybe you want try to touch, you touch. Maybe you want try put your hand, okay. You want try put your hand? It's fully grown. Он за всеми этими животными сам ухаживает. А это леваки, собственно. So cute. Какой прикольный, а? А this is eagle? Это летучая собака, и она знает команды, смотри. Лежит письку свою. Can I touch it? Yeah, you touch it. Извините, конечно, за шок-контент, но это писька летучей собаки, и она огромная. This your hole? Because this my free. There's flying, they killing the baby chicken in this area. Oh, Maybe you hold great. the wing, the problem. Он тяжеленький. Мы приехали на водопады Секумпуль. Мы очень долго забирались сюда. Тут действительно очень высоко над уровнем моря находится вся эта тема. My name is Gede. I'm a local guide. We'll be bring you going to the waterfall or wadapad. Right? Водопад! Да. Yeah. You know how high we are under the sea? Oh, under the sea about the 450 meters. Wow! Короче, здесь безумно красиво, холодная вода, скользко, очень каменистое дно. Небезопасно, короче, здесь ходить долго и много, но вид это просто что-то невероятное. Я никогда в жизни такого не видела. Всем доброе утро. Мы собираемся на рафтинг с Вованом. Маша сегодня остается в Кути. Короче, сейчас мы пакуем свои вещи, которые нам нужны будут и которые мы с собой заберем. И, в общем-то, отправляемся в путь. Мы едем на двухместной, трехместной лодке. Мы не будем ехать с общей группой, как вот делают эти ребята. А мы поедем на отдельной лодочке. С нами будет наш друг Куту, который будет помогать нам преодолевать эти 2 часа 10 минут. Круто, что мы не с командой, потому что у нас своя команда. Итак, мы, короче... Вот. Итак, мы начали наше путешествие. Мне приходится и грести, и снимать в одно время. Но... Ну, посмотрите, короче, кстати. Да. Преодолели так уйдичь в целом. Я не мог снимать, иначе бы GoPro точно улетела куда-нибудь далеко. Можно выдыхать. Так, нет, наверное, уже нельзя. Вован, держи камеру. Ага, только сильно держи. Держу. Если какой скоростью мы сейчас спускаемся? Метров 20 сейчас? Опа, ребяточки. Все сидят на бутылках, все прыгают. Бам! А! Ну, Вована только что прыгнул паук. Вован подумал, что это не очень хорошо, но по факту это не Австралия.
Вован, как дела? Дела идут отлично. Так все клубнично. So, cheers! Бэу! Короче, мы двигаемся дальше, у нас еще час впереди. И чистого кайфа. чистейшего просто, pure cake. Я не буду. Мы продолжаем исследовать остров, и мы сейчас приехали в место, которое совсем недавно закончили строить. Женя, что это? Это памятник Гаруда Вишну Кинчана. Построили его год назад. Высота 160 метров. Один из самых высоких памятников Индонезии. Но главной достопримечательностью на острове по-прежнему остается моя шляпа. Путь к самой вот этой статуе, к которой мы приехали, представляет собой такую длинную тропу в гору. А мы только что ездили в Джимбаран, который мы очень любим, съели там 2 килограмма креветок, огромную рыбину, дюжину устриц, краба, фруктиков, сачку. И вот сейчас с этим всем внутри передвигаться, в принципе, проблематично. Первая остановка внутри того места, в которое мы вошли, это не самая высокая статуя, это лишь промежуточный этап, но здесь проходит какая-то церемония прямо сейчас. Первая наша остановка была напротив головы и части торса бога Вишну, а это, собственно, голова Гаруды. И вместе они составляют вот ту высоченную статую, главную. Там Вишну верхом на Гаруде, это мы сейчас увидим попозже. Все сложилось у меня в голове. Вот же она. Красавица. Так близко. И так далеко. В общем, что мы узнали? Это, значит, статуя Гаруда Вишну выше, чем статуя Свободы, выше, чем Родина Мать, выше, чем статуя Христа в Бразилии. Мы зашли внутрь этого монумента невероятного. И как нам показывают стенды вокруг в коридоре, стройка еще не закончена. Это будет какой-то глобальный просто комплекс, парк. Будет очень круто. Удручающая реальность в том, что по соседству с таким великолепным монументом, с такой живописной красотой располагается мусор. Очень много мусора. Это болезнь острова, ну, я думаю, что не только этого острова, естественно, это болезнь всей планеты. Но балийцы начали активную борьбу за свою экологию. Они сейчас все стремятся к жизни в режиме Zero Waste. У них очень много стало всего биоразлагаемого. Во многих местах, в которых я была 2 года назад, полностью заменили там трубочки, упаковку. Это прямо чувствуется. И мы много раз с Женей, проезжая вот здесь уже сейчас по улочкам, наблюдали, как какие-то местные ребятки сидят на таких вот обустроенных местах и занимаются разборкой мусора по категориям.
Жекичу пришла в голову гениальная идея проехать час на байках по сложной серпантинистой дороге с вот такими вот перепадами и приехать на другой конец острова. Это вообще вот другой край. Это, получается, какая страна? Юг. Юг, да, это южная сторона, южная вот граница. Все, и там дальше ничего нет. Бережок отличный. Здесь, видимо, каменное дно, поэтому очень красивое синее море. Вот, точнее океан. Смотрите, Не зря пожалуйста. мы допили часочек. Не зря? Ну, мне кажется, мы, кстати, минут за 40 доехали. Совершив обход по местным ширпотребным говнорынкам, мы приобрели моднейший лук Владимиру Миненко. Очки. Значит, национальные шорты. Украинские. Да. И мудацкая рубашка. Чё, бля, нахуй? Ты реально владелец виллы? Аккуратнее с вами, мальчик. Сутенер. Точно, баба. Сутенер. Его. Кстати, на сутенер заедешь? Я реально тоже подходит. К нам приехал Леха. Это человек, который снимал Мэдисона и фильм про Нави вместе со мной. И еще Амину он снимал. Короче, Леха снимал некоторые наши выпуски вместе с нами. На острове внезапно пошел дождь утром, сейчас 7 утра. И, несмотря на дождь, мы приперлись в порт в надежде, что состоится наша сегодняшняя поездка на открытый океан. А там нас ждет много всего интересного. Понимаете, дайвинг, снорклинг и вот это вот все ждет всех, кроме меня, потому что плавать я по-прежнему не умею. Выгляжу великолепно. Главное, чтобы никого не укачало. Правда, Лех? Да. Где-то 30-40 минут нам потребуется, чтобы добраться до спота нашего рыболовного и для дайвинга. Я продолжаю бороться со своими страхами, потому что для меня и покататься на морском, на водном судне — это тоже лютый стресс. Но я дышу, как меня учили, и пытаюсь наслаждаться видами. В общем, приплыли мы на спот порыбачить. Пока безрезультатно, уже 20 минут мучаемся, ничего не получается ни у кого. Перемещаемся на другое немножечко место. Может быть, там будет лучше, там будет не такая хитрая умная рыба. Пока мы добирались до спота, я, конечно, дышала, как меня учили, закрывала глаза, старалась не думать о том, что я в открытом океане. Даже прошло без эксцессов пока. Но нам сегодня весь день по океану кататься, поэтому посмотрим, как день закончится. Итак, значит, друзья, советы опытного байкальского рыбака. Мы с вами сегодня ловим рыбу в открытом океане. Ловим не на червя, на креветку, но креветка — это тоже наживка. Местная рыба, она червя не знает. Что мы делаем? Мы вот так вот лесочку, вот так вот пальчиком подсекаем, вот этот вот ограничитель спускаем и вот пальчиком вот держим и закидываем, как старик. Море. Опа, закинули. Вот ждем, пока лесочка размотается до дна. Поразительно. Воды я боюсь, а рыбалку я люблю. У нас только вот под лодку все уплыло, а еще всякие вон челики нас раскачивают. Спасибо большое, ребят. Неприятнее. Мы вернемся к вам через пару часов. Когда наживка закончится, а рыба так и не будет поймана. Ебой. Поймал тысячника. Вован просто мега рыбак. А что, нормальная рыбешка все такая? Ну-ка давай поближе сюда. My first fish in my life.
Морские котики выходят на берег. Что, им может помочь надо? Мы находимся на острове Нуса Пенида. У нас получилась вынужденная высадка, потому что Маше стало не очень хорошо. У нас получилась некая авария, нашу лодку выбило на берег. Сейчас мы отправили парней на снорклинг, дали им камеры. Я думаю, что все будет нормально. А еще Женька молодец и мой герой. Я не показываюсь в кадр, потому что я поплакала немножко, и лучше вам этого лица не видеть. Женя все бросил и остался со мной, чтобы не бросать меня одну на острове. Вместе мы сила. Муж, золото! Я выпила 3 бутылки пива. И кажется, я снова готова взойти на борт нашего корабля, но не уверена. Еще, конечно, бояться океана — это такое дерьмо, ребята. Боритесь с этим всеми способами. Не будьте как я. Пока мы, в общем, были на острове Нуса Пенида, тут произошел отлив, и некоторые катера даже встали на мель. Вот мы находимся в 50-70 метрах, наверное, берега, и воды нет. Мы сами на мели стоим. Вот такие приколясы. Итак, мы застряли и не можем доплыть, поэтому мы отправляемся пешее. Я мокрая жопа. Ну и что? Да забей, господи, это же приключение. Я приключение. Я приключение. Я. Вот так выглядят приключения. Я лицо приключений. Говнище, а что, можно нас кто-нибудь заберет уже, а? Нас никто не заберет, мы уже пришли. Маша, осталось сделать 10 километров. Ну там. Каких километров? Метров? Нет. 25 миль. Ребята, рядом со мной сидит наш друг Артем. Артем — это уникальный человек, который живет на Бали 9 лет. 9, уж 10-й, да, пошел? Почти 10. Как так получилось, что ты вот прям переехал сюда? 12 лет назад мы приехали с компанией. Мы приехали сюда тусить, отмечать мой день рождения. И за 2 недели я ни разу ни одного серфера не увидел вообще. Настолько мы классно отдыхали. Но в последнюю ночь, крайнюю перед отлетом, мы с другом дали обещание, нам настолько все понравилось, мы просто восхитились этим островом, что мы решили не жить здесь, а приехать сюда, путешествовать на Бали где-то месяца 3 по Индонезии, потом совершить кругосветное путешествие через Индию, Африку, и приехав на Кубу, у нас один из любимых фильмов — это «Дневник мотоциклиста»,
и повторить путь Эрнеста Че Гевара на мотоцикле с Кубы до мыса Аргентины до юга. В итоге залипли просто здесь. Ровно год мы работали, поувольнялись. Месяц мы отдыхали в Москве, наслаждались Москвой и приехали сюда. Планировали первый месяц просто пожить, но сразу почему-то на второй месяц мы арендовали дом на год, непонятно по каким причинам, да. Арендовали и все, я стою здесь. А кем ты работал в Москве до этого? Я работал в милиции. Чего? Я работал в милиции, в экономической милиции, опер по экономическому преступлению. Окей, но вы снимали, вы арендовали дом, а мы сейчас, друзья, находимся в доме Артема уже, он Мой. его не снимает. Но не все так просто, да, насколько я знаю, на Бали ты не можешь купить вот в свою собственную землю, вот она навсегда будет твоя. Как вот здесь устроено? То есть мы сидим в твоем доме, но как бы он... Но земля в аренду. Да. Ты можешь поставить на баланс эту землю, но фактически, как иностранец, ты не можешь быть владельцем земли. Ты можешь взять ее в долгосрочную аренду, иногда берут ее там на 150 лет прям. И заключают такие промежуточные договора, что индонезийцы, ну вот хозяева, в 5-м поколении, вплоть до 5-го поколения, не могут претендовать, то есть использовать, владеть этой землей. Но фактически это лизинг, это долгосрочная аренда. Здесь было рисовое поле, я арендовал, 1 год ждал, пока все усохнет, вода уйдет, потому что рисовое поле, по сути, это болото. Ну да. И после года я начал строить. Арендовать землю на 20 лет и построить здесь дом, это выгоднее, чем, например, купить однушку в Москве в нормальном районе. Ну, в принципе, это выгодно. Вот у меня из расчета, если брать, сколько я потратил на постройку дома и на аренду этой земли, вышло у меня в районе $40 тысяч на 20 лет. Давай теперь поговорим про то, чем человек может заниматься, когда он сюда переехал жить. Вот ты капитан полиции, значит, такой, все, буду жить на Бали. Тогда еще милиции. Окей, милиции, окей, ты тогда не серфил, просто был спортивный чувак. Да. Как ты пришел к серфингу? Я помню, что я попробовал урок на английском языке, а о русских школах я вообще не знал тогда, это было 10 лет назад. И прокатываясь на волне второй раз, на софте, на огромной доске, у меня была мысль, какая классная работа, работать с серф-инструктором. Я катался 1 год, жил на накопления какие-то, катался 1 год, и потом устроился в одну школу, проработал полгода, и потом устроился в другую школу, проработал там 7,5 лет, после чего открыл свою, собственно, и лагерь, и школу. А мы заходим в школу. Так, какую это школу? А это школа Sport Extreme Travel. 41 секунда от водички до двери. 2 вопроса. Давай. Это серф-школа. Серф-школа. Здесь русскоязычные инструкторы. Русскоязычные, в том числе англоязычные, и местные, и русские. У нас большой штат, у нас 4 русских инструктора, 2 администратора, куча народу, медиа-контент-мейкеры вообще. Мы снимаем видео на квадрокоптер, на фото-видеосъемка, разбор ошибок делаем, собственно, все, вся теоретическая часть и практическая. Каждый инструктор в вашей школе спасатель, это правда? Да. Мы проходим спасательные курсы, собственно, да, по международной системе, и каждый умеет спасать, и разные сценарии. То есть знает, как выходить из разных ситуаций. И последний момент. Это не только серф-школа, это ведь еще и лагерь такой, кемп, да? Здесь для совсем тупого человека. Или просто человек, который вот не понимает, как ему лучше провести время на Бали. У вас есть пакеты? Да, у нас есть пакет, то есть можно не просто приехать на Бали и записаться к нам на урок в школу, можно купить изначально пакет на 2 недели. Туда входит проживание, питание, завтраки, входят уроки серфинга, йоги, все экскурсии всевозможные. И вечеринки, закрытие, открытие, дни рождения и так далее. Просто полный фарш. Артем, это его школа. Да. И ссылочка будет внизу в описании. Здесь нужно просто попасть вот в эту струю, и ты тоже можешь прогрессировать, и ты будешь прогрессировать, но другими путями. Просто по-другому. Поэтому советую, конечно, прилететь сюда на 2 недели, посмотреть не просто побегать каждый день именно там по каким-то экскурсиям, да, с фотоаппаратом, а просто остановиться где-то, посмотреть, как люди живут, пообщаться с местным населением и с местными, с локалами, и с русскими, которые здесь живут, и просто поспрашивать, потому что реально может что-то не зайти. Но если здесь все нравится, и остров вас принимает, то это будет просто изи. Так не на 2, а на 3 лучше недели. Точно. 2 не хватит. 2 не лучше хватит. на месяц. Вообще. А лучше на 2. Ну все. Миссис Марпл на Бали. Миссис Марпл на Бали. Миссис Марпл очень смелая, если что. Время 3:30 утра. Мы проехали 2 часа до места, откуда мы отправимся
на восхождение на вулкан Батур. На вершине вулкана мы будем примерно в 6 утра. Встретим там рассвет, позавтракаем. А пока у нас кофе, шоколадка. Холодно очень здесь, поэтому я вот сижу даже вот так вот в штанах и в кофте мерзну. Пока что, но сейчас будет жарко, когда пойдем уже вверх. Да. Вован покоряет подножье вулкана. Мы стартовали, вышли. Зябко, становится жарче. Спасибо, Володя. Вова мне светит. Короче, да, мы стартовали, начинаем свое восхождение. Не так много туристов, как могло бы быть нынче на Батур восходит. И это хорошо, значит, не будет пробок наверх. В общем, мы чешем. Я думаю, что мы прошли на самом деле большую половину пути. Что задыхаешься? Только начало. Кроссфит. Вован вошел во вкус. Мы идем 70 минут уже. 70 минут? Да, 70 Сколько минут. калорий показывает трекер? Ну, мне кажется, он врет. 271 всего лишь. С меня леса как просто со свиньи. Сало топленое с меня идет. Опта. Так. Тихо. Опа, опа, опа. Эй. Йоу, мы поднялись на Батур. Даже, мне кажется, раньше, чем мы должны были это сделать, потому что в прошлый раз солнце уже практически вот-вот выглядывало, а у нас тут еще вон еле-еле краснеет. Да, народ сидит под одеялами, кто-то в палатках каких-то мини. Вот. Да, вот тут вот кратер вулкана, вон там вот. Ну, самое, конечно, смешное, что мы, беложопые креветки, совершили восхождение на вулкан, типа устали, покорили вершину, а местные сюда ходят как на работу каждый день. Еще у них здесь свои торговые палатки, они тут готовят для туристов завтраки. Для них это просто обычная прогулка на вершину гребного вулкана. Вниз сейчас, вот туда вот. Так. Прибежать обратно. И тут мы тебя похороним. В смысле похороним? Для меня будет как прогулочка какая-то. Прогулочка, да? Повседневная, естественно. Короче, ровно 2 года назад, во время нашего свадебного путешествия, мы с Женькой уже покоряли эту вершину. И вот прошло ровно 2 года, опять же в сентябре, мы второй раз на нее зашли. А мы встретили рассвет, позавтракали, вступили в неравную битву с обезьянами, проиграли 3 банана, немножечко отдохнули, пришли в себя, и скоро нас ждет спуск вниз. Снимать много не получается, потому что довольно опасно. Как же ты? Привет, братан. Как же он... Братан, ты вот просто, ты вообще не скромный чувак. Ты вообще не скромный. Нет бананов больше.